Основная цель — хочу найти, есть ли какие причины болезни зуба, привязки, разобраться и отвязаться. Убрать страх активности. Блоки программы связаны с этим. Вернуть целостность, расторгнуть соглашение, быть жертвой и терпеть. А, Ну ладно, в эти дни, в общем, на даче заказал я машину с гравием, песком. Она еле доехала. Болты на колесе у него одном еле держалось. А, Так как какая-то машина была большая по габаритам, он мне предлагал другого человека, чтобы он привез другой. Но я не захотел новых знакомств. Это тоже какая-то программа, боязнь общаться с незнакомыми людьми. В итоге выгрузили кое-как, и он уехал. После этого я еще раз разговаривал с соседом Алексеем. Он резко сказал, что водитель сам виноват, не досмотрел. В понедельник был у зубного, подлечили, временную пломбу поставили, а врач Татьяна была. Отек сейчас, принимая обезболивающие, воспитываю в себе не поддаваться боли и страху. То есть не сидеть вот так, сжавшись, ай-яй-яй, ой-ой-ой, а это иметь такое внутреннее противодействие, не считать себя жертвой и делать какие-то активные действия. Дышу, принимали обезболивающее, что-то подумаю, делаю время от времени. В общем, не сдаюсь в бою. Вот. Какие остались контракты или какие-то программы во мне, я думаю, что к чему-то я пришел, чтобы это все почистить и вернуть вот эту целостность активности жизни, смелости, любви и не бояться вот этих всех посторонних воздействий, то, что там происходит вокруг меня, чтобы это меня не э, с колеи меня не сводило моего жизненного гармоничного пути. Вот так. Хорошо. Смотри. Вот ты говоришь, что ты борешься. Б- За что? М, Против апатии, против Мгм. программы лежать ничком и это бояться вот этого. То есть против этой программы. Думаю, так. Мгм. И как ты борешься? Активностью. Потом ты говоришь, что у тебя есть активность, да? Мгм. А почему тебе важно бороться? Чтобы не под... ну, чтобы искоренить эту заезженную пластинку прошлых программ. Э, вот эти навыки, или как они называются, прошлые сложившиеся. Опыт, да? То есть Да, это боязнь будущего, это не про будущее, это про привязку к прошлому, когда ты получил опыт. Это незавершенная боль, это утраченная опора, опыт, где было небезопасно. Ну, или еще такое может быть, что это ощущение, что я не справлюсь. Это здоровое чувство, да? Почему? Потому что прежде чем что-то делать, умный человек всегда просчитывает свои возможности. Так вот, а почему вот меня привлекло это слово «борюсь»? Почему тебе важно именно
Бороться. Чтобы что? Чтобы со старой колеи выскочить. А что будет, когда ты выскочишь из старой колеи? В моей жизни будет более радостные действия, более активность, которая будет приносить мне наслаждение. Я буду себя в этом состоянии быть полноценным и счастливым. А что тебе мешает прямо сейчас быть счастливым и полноценным? Я думаю, уже практически ничего не мешает, потому что я уже а, начал перенастраивать. Мне только получить вот этот опыт, привыкнуть к своему новому полноценному я надо. Отлично. А как ты будешь это делать? Ну, привычки формируются частыми Новыми, повторяющимися да. действиями. Как ты Да. думаешь, что самое лучшее можно предпринять, чтобы привыкнуть к этому состоянию? Не саботировать себя. А как И это не саботировать? А что? волю включать, волю новое, нового поведения, А почему тебе волю важно включать? чтобы старый опыт меня не утянул обратно, А почему тебе важно, чтобы старый опыт не утянул тебя обратно? чтобы не вернуться к прошлым негативным ощущениям, А почему тебе важно не вернуться к этим ощущениям? потому что это приносило а, неудовлетворенность, Это приносило боль. А почему тебе важно избегать боли? потому что это не соответствует моему истинному я. О, пришли. То есть вот я применила эту практику, которую каждый может применять к себе. Почему для меня это важно? 5. Это может быть сразу ответ прийти на пятый вопрос, на третий ответ или на десятый, неважно. Но сейчас смотри, ты говоришь, я борюсь, а там, где борьба, там, где воля, там есть перенапряжение, а там, где есть перенапряжение, там есть привязка. То есть, с одной стороны, ты хочешь от прошлого избавиться, а с другой стороны, ты его держишь, ты сам мне об этом говоришь. Это не я придумала. Это твои слова. Да? А почему ты их держишь? Почему ты борешься вместо того, чтобы отпустить? Потому что там страшно, потому что там боль. И физическая боль, как и с зубиком с твоим, вполне вероятно, может быть проявлением внутреннего целителя, который говорит, ну посмотри, это не так уж и страшно. Если что-то болит, с этим можно справиться. Да? Потому что так устроена наша психика. Если мы, как говорится, не усваиваем уроки, не отпускаем, то наше подсознание начинает нам буквально нас учить. Ну, лучше бы оно это не делало, да? Но, как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так вот, смотри. То есть ты сам сказал, что показал, да, то есть эти вопросы мои вытащили твою внутреннюю мудрость, которая говорит, Женя, тебе просто нужно отпустить. То есть, а как это сделать практически? Ну, это легко сказать. Ну, я могу отпустить кружку с рук, это понятно, да? А как прошлое отпустить?
Ты мне сказал тоже, что привыкнуть к новым ощущениям. То есть тебе, это ты говорил, это не я тебе говорил. Ты сказал, что тебе нужны новые ощущения. Ощущения полноценности, то есть чувствовать себя живым, цельным. А что тебе, что это за такие хитрые действия, которые выработают вот эту привычку? Потому что привычка – это, ну, скажем так, это часто повторяющиеся одинаковые действия вырабатывают программы. Потому что программы вырабатываются именно таким образом. Когда мы часто повторяем одно и то же действие, оно заходит в подсознание и потом работает на нас. Когда-то мы были маленькие и не умели ходить. Мы часто падали на попу, и как результат у нас выработалась программа ходить, кушать, ездить на автомобиле. Также точно выработались программы реагировать каким-то определенным образом. И то, что ты думаешь, что это прокрастинация, это может быть совсем не то. Это может быть просто тебе нужно чуть-чуть сделать какое-то осознанное движение, о котором ты как раз и сказал. И как ты думаешь, что это за такие хитрые, таинственные упражнения могут быть, действия, которые, когда ты будешь делать, то ты почувствуешь вот эту полноценность, цельность, свою радость. Почувствовать, что приносит мне удовольствие, и ощутить, что эти действия, которые я делаю, действительно мне приносят удовольствие. Смотри, Да? удовольствие, действие, удовольствие. А как же отцепиться от этого прошлого? Как его отпустить? Потому что до тех пор, пока наше сознание держит, Простить. Упростить и простить. смотри, да, ты Мгм. чуть-чуть, ну, ты прав, конечно. Да. Но вот я хочу тебя подвести к этим Мгм. действиям, которые закрепят вот это ощущение, о котором ты говорил. Я хочу ощущать. То есть ты хочешь ощущать. Ощущения говорят, чувства, ощущения говорят о связи души с телом, о связи с реальностью, с реальным физическим состоянием. Это говорит о живом человеке. Да? Я хочу быть живым, чувствовать. Так какие действия могут привести к этому чувству и закрепить? Вот я сейчас просто не буду тебя мучить и расскажу тебе два упражнения, которые я делаю каждое утро и каждый вечер. То есть ты, наверное, уже знаешь, потому что мы над этим работали. Но я сейчас себе просто сделала это. а, Начала специально и хочу это в нашей новой группе в WhatsApp запустить этот флешмоб для того, чтобы вот на протяжении 30 дней делать эти действия. В чем они заключаются? 10 минут перед сном – это самый важный период, когда происходит загрузка, то есть прожитый опыт на протяжении целого дня. Мы что-то делали, что-то принимали, какие-то решения, о чем-то жалели, о чем-то радовались и так дальше. И мозг готовится к перезапуску, к переосмыслению полученного опыта за ночь. Поэтому нам снятся сны, когда мозг распихивает это по каким-то полочкам для того, чтобы связать одни действия с другими и выработать эти цепочки логические. И для того, чтобы пересмотреть старые контракты и решить, что с ними делать. Мозг наш решает. Так вот, когда 10 минут
перед сном посвятить специальной медитации. То есть, когда ты засыпаешь, у тебя должен быть уже готовый как бы манифест из нескольких пунктов, ну, например, 5 пунктов. Сильно загружать не нужно. Можно начать с двух, можно вообще с одного начать. На следующий, через несколько дней 2 пункта, потом 3, потом 4, потом 5. Например, я счастлив. 1 пункт. И ты эти 10 минут повторяешь внутри себя, про себя повторяешь. Я счастлив. И визуализируешь себя в разных ситуациях, когда ты чувствуешь и стараешься вот это чувство вызвать счастье. А потом постепенно добавляешь другие пункты. То есть вот эта визуализация начинает сокращаться буквально до 1 минуты, потому что больше не нужно. Начинаешь тренироваться, например, 1 пункт 10 минут визуализируешь. Или пока не уснешь, скажем так, да? Может, через 5 минут. Через несколько дней оно сократится, потому что уже мозг знает, в каких ситуациях ты счастлив, как это быть счастливым. Если не знаешь, как вызвать свое счастье, спроси у своей души, а как это быть счастливым? Или успешным, или еще какие-то ты планы себе, да? Главное, эти аффирмации должны быть в настоящем времени. Не я хочу быть счастливым, а я счастлив. Таким образом, мы формируем будущее. И наше левое полушарие, которое отвечает за формирование будущего, связывается с правым полушарием, там, где наши привязки лежат. Вот это механизм, понимаешь? И чем сильнее будет эта визуализация и ощущение того, что ты хочешь, тем слабее становятся эти привязки к прошлому. И мозг в конце концов скажет, да, ну его, это же не важно. Это было, но это не важно. И отпустит. Потому что если я держу вот кружку в руке, то я понимаю, как ее отпустить. Ну, я ее отпущу, и она упала. Или положила я ее, да? Но как отпустить прошлое? То есть это часть вечернего ритуала и утренний ритуал. Когда ты даешь команду своему подсознанию, говоришь, образно говоря, у нас был день, у меня есть прошлый опыт. Но смотри, мое дорогое подсознание, моя душа, вот что для меня важно. То есть, когда ты пойдешь на перезагрузку ночью, когда мое тело будет отдыхать, а ты будешь трудиться, пожалуйста, разберись с моими прошлыми привязками, с моими страхами, куда я боюсь там заглянуть. Потому что это уже для меня не важно. Для меня важно вот что. Посмотри, пожалуйста, да? Вот это важно для меня. И тогда самый мощный помощник, который только может быть, это наша душа, которая помнит о нас. Все, она встает на твою сторону и трудится вместе с твоим разумом. А утром, когда мозг начинает это все переформатировать, у некоторых, наоборот, воодушевленные сны утром и так далее, а у других, наоборот, может проявиться. Почему? Потому что когда подсознание не знает, что делать, вот есть контракт, он подошел к завершению, а четкой директивы еще не поступило, что с этим контрактом делать. Нам и дальше этот контракт продолжать или его прекращать. Что делать? Мозг не знает, душа не знает и начинает нам стучать. Вот этот наш внутренний целитель начинает нам сны показывать. Может, кошмары какие-то, может, еще что-то. То есть
Вот как я рассказывала, да? Когда я во сне разговаривала с часами. Как говорится, сон в руку. И буквально в этот день я вообще высказала близкому человеку, моей сестре, все, что я о ней копила и не высказывала все эти годы. И я получила такое облегчение. Да? То есть я эти привязки просто отпустила это все. Живи как хочешь, делай, что хочешь, только подальше от меня. Вот это отпускание. Так вот, продолжение утром. Что бы там ни снилось, да, мы не можем сразу разгадать, а что этот сон мне хочет сказать. То самый лучший вариант, когда ты только просыпаешься, глаза еще закрыты, еще сновидения там какие-то идут, но ты говоришь аффирмации. Мой выбор– это счастье. Помнишь, ты вечером говорил счастье? Если у тебя уже два пункта, значит говоришь, мой выбор– счастье, успех. Если ты готов построить гармоничные отношения, ну, я говорю не только к тебе, а вообще к нашим слушателям, да, то ты говоришь, для меня важно счастье, успех, гармония, любовные отношения гармоничные, потому что ты вечером уже показал подсознанию, понимаешь? Вот. И таким Мгм. образом подсознание говорит, да, точно, мой хозяин действительно этого хочет. Вот он уже 30 дней. Вот это мне рассказывает каждый вечер и каждое утро. Значит, будем делать так. И тогда начинаются чудесные чудеса. Сны начинают исполняться, люди начинают появляться, ситуации тоже, как говорится, открываются окна возможностей, которые нам еще нужно как бы разгадать, почувствовать и сделать шаг. Это как в этой истории. У нас тут в Америке был такой случай. Едут себе парочка отдыхать. И почувствовала, не знаю, кто он или она, что нужно заехать именно на этой заправке, купить билетики. Они заехали, купили, выиграли большую сумму денег. Едут обратно. И тоже почувствовал кто-то из них вот это желание заехать на какую-то заправку, купить лотерейный билетик. И что ты думаешь, опять выиграли деньги? Это пример того, как... а могли бы проехать. Окно возможностей захлопнулось, и все. Точно так же и у нас. То есть, когда мы чувствуем какое-то потом желание что-то предпринять, что-то сделать, и чувствуем, что это. Я чувствую вдохновение, значит, я иду по пути моей души. Я чувствую радость, значит, это мой путь. Точно. Активная работа с подсознанием. Великая вещь. Именно Организация сознание, собственных. подсознание, да, подсознание– это наш помощник. Помощник– это не вызывание духов. Что такое вызывание духов? Помощников, например, да? То есть вызываются духи, то есть та информационная субстанция, которая помнит о нас только плохое, которая уходит на уничтожение. Мы сами ее отправляем, потому что так работают контракты. Все во Вселенной перегнивает, переживает, распадается. Точно так же распадаются наши контракты. Они не расторгаются в обычном, как мы себе можем представить, да? То есть это всего лишь метафора. Я могу увидеть, как человек там подписал что-то, да? Мы тогда что делаем на сеансе? Перепроверяем. А как изменилась ситуация? Потому что это всего лишь метафора, которая показывает,
Потому что мой опыт говорит о том, что если написал, расписался, значит, это документ уже готов и так дальше. Понимаешь, да? А на самом деле это все распадается. Это точно так же, как яблочко закопать в землю, и через какое-то 3 месяца его уже там не будет. Оно Или, распадется. или росток появится в следующем году. Да, росток М, ты прекрасно заметил. Росток из зернышка, из ядра появится, а тело распадется. Точно так же и у нас. Эти программы, они распадаются, а наше ядро души, оно, как этот росток, расцветает в любом случае. Только мы можем себе помочь. Так как я, помнишь, рассказывала, буквально вчера с Марком мы об этом говорили, что я услышала его имя, что он моя родственная душа, более чем за 10 лет до того, когда я его встретила. И сейчас, когда я вспоминаю, как меня Вселенная направляла, что мне нужно в Америку, потому что именно здесь я должна была его встретить, как я сопротивлялась. Но именно, то есть мое сознание сопротивлялось, потому что я не понимала, я не ставила себе целью, я не понимала, куда я иду, я шла на ощупь. Если бы я предпринимала какие-то конкретные шаги, если бы я понимала тогда то, что я понимаю сейчас, то эта встреча могла бы состояться намного быстрее, потому что он приезжал сюда, и я имела предложение приехать в Америку, да, то есть у нас были эти возможности. То есть, если мы включаем осознанность, если мы понимаем свои действия, вот тогда именно мы приближаемся к тому результату, который мы хотим. И то, что ты говоришь, боязнь будущего, это нормально. Это только дурак прется непонятно куда, а умный человек всегда взвешивает, да? Поэтому с чем мы сегодня будем работать? Аспект зубик. Да. Какая главная Вот. цель сеанса? Убрать все привязки старые, все старое отправить на Отлично. И что тогда уничтожение. будет? Чтобы что? Ну, чтобы я стал целостным, я О, достану своего истинного себя. вот это, смотри, яблочко, да? То есть это отжившие, то есть это наша теневая часть, эти программы, с ними не нужно бороться. Представь себе, что бы произошло, если бы зернышко в яблочке начало бороться своей материнской частью, например, да, с этим мякотью яблочка. Оно бы уничтожило самого себя. Вот точно так же происходит. То есть нам нужно с любовью принять себя со всеми нашими этими тараканами, как мы говорим, да? То есть не сопротивляться, не бороться, а наоборот расслабиться. И в этой нашей сегодняшней практике еще, да, еще третий момент, третья практика, то есть вечерняя и утренняя, и плюс и во время дня, и во время этих медитаций, вечерней и утренней, просто изнутри своего естества и сердца распространять вот такое расслабление, негу. Сам человек– творец. Поэтому у меня нет этих медитаций. Это проще всего сделать медитацию на расслабление. Этих медитаций на расслабление столько много, но они все мешают. Я не находила ни одной, потому что я уже не говорю о эзотерических, откуда-то там энергию взять, куда-то засунуть. Это вообще не то.
То есть научиться самому расслабляться. Я расслаблен, я спокоен. Из центра исходит расслабление. Я отпускаю все, потому что сама душа знает те слова, которые тебе нужны в этот момент. И вот эта коммуникация с душой– это самый важный момент. Потому что это твой разум коммуницирует, связывается с душой. Твое тело связано с душой, с центром, с ядром. То есть я так предполагаю, что ты бы хотел сегодня именно исцелить свое ядро, соединиться. Это и есть путь домой. Альфа-путь– это фактически вернуться к состоянию себя истинного. Это не где-то вот там, не какие-то, я не знаю, какие-то чудеса, там, инопланетяне, еще там что-то. Нет, это настолько все просто. То есть это вернуться к своему состоянию. Некоторые вещи должны отжить, их просто нужно отпустить. Точно так же, как яблочко, молоденькая яблонька, этот росточек отпускает эту мякоть яблока, которое уже служить не может. Оно отслужило и ушло. Точно так же наши привязки к прошлому опыту. Это не что-то чужое, это не что-то плохое. Это защитные реакции психики. Это когда-то нам было больно, когда-то нам кто-то угрожал в нашей жизни или что-то. И это была защитная функция психики. Она прослужила нам какое-то время, но вовремя не выключилась. Сейчас самое время отпустить, выключить и все. Поблагодарить свой опыт, себя за все, что было, поблагодарить и сказать, я это я, страх, ты просто страх, ты страшидло, назвать его, представить. У каждого своя визуализация. Кто-то каким-то зверечком его представляет, у кого-то это такой огромный зверь. Да возьми его уменьши. Когда он станет маленький, ты увидишь, что он смешной, что на самом деле ты им управляешь, а не он тобой. А потом назови его, потому что то, что мы называем, уже нами не является. А то, что нами не является, оно не может нами управлять. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да, Что ты наблюдаешь? м, я наблюдаю, что происходит внутри меня. Что Я, то? я услышала, ну, я себе даю команду расслабиться, и услышала слово «болт», ам, и увидела, что как будто бы какая-то моя часть а, пытается закрыть. А с правой, ну, вот это с левой стороны, как бы болт такой. А с правой стороны, с правого полушария выходит такой, как шар, который не реагирует на, считывается, противодействие разума. Оно выходит, и это считывается как незыблемое ядро личности, существа. Считывается М, наполненная сущность Виктории. м, Правополушарная функция. И вижу, а, как оно вот так растет, этот шар, и идет такой, как проводочек. А, Это, знаешь, выглядит как эти м, а, такие завитушки. Как они а. гармонично эти называются? Ну, как эти ракушки Да, да, да. И оно вот так, Наутилуса. Мгм. получается, заходит как бы в левое полушарие, а левое полушарие считывается как жесткий диск. Мгм.
И я Это. вижу, что на конце этой, как такого лучика закрученного, да, как вот Мгм. это, как я вижу, как будто бы лапочки у кошечки, то есть на конце такие, как подушечки, М. но без когтей. И вижу, как от каждой подушечки потом происходит, считывается развлечение. Вот от каждой этой подушечки такой как шарик такой. Мгм. Считывает такие ниточки, которые проходят вот как в левое полушарие. Оно считывается вот опять жесткий диск. И считывается развлечение. То есть это так выглядит телепатическое чтение. А вот этот шар, вот он выходит в пространство, э, и я смотрю, что он считывается так, что соединяется. а, вот я вижу тебя, как бы к Мгм. сердцу, и потом вот этот болт, он как бы выбивает в сторону, где правая нога считывается Илья, прозвучало буквально, Илья. Мгм. И у тебя в правом полушарии получается такое движение, как будто бы цветок расцветает, как тучка такая с такими лепестками, вот тоже такое все круглое, вот так увеличивается. Это считывается connection, я слышу, то есть происходит а, контакт между моим правым полушарием и твоим. И в тот же момент вот всплывает, считывается он мигрант, м, и возле правой ноги я вижу образ как будто бы человека, такого маленького колдуна, такая шапочка, накидка, и считывается Илья. М. Подключка пошла в сектор духов и в сектор магии. Вот сейчас я отсоединюсь, замораживаю эти программы и вижу у тебя вот здесь спереди такой черный считывается болт. Мгм. Вот здесь прямо. И он, я вижу, идет в левое полушарие. В левом полушарии как тучка темная, и вот он так потянулся. Там я слышу нерв. Мгм. И этот болт, этот имплант, он связан с этим образом Ильи. А, Виктория. да. Так. Мгм. Давай по правилам сейчас отсоединись от этой ситуации. Мгм. На счет три найди в эфирном пространстве мое эфирное тело. Евгений. Один, два, три. Я тебя вижу, вижу, что ты находишься как в капсуле, она искусственно считывается, и какие-то руки, пространство мутное, тебя плохо видно, и как будто ты изнутри вот так вот руками как бы пытаешься это нащупать, и оставляются такие черные следы. Мгм. Ну вот, как отпечатки. Вот. Ага. Капсула, значит. Мгм. Так, Виктория, считай. Можешь считать мое эфирное ДНК? Ну, я почему-то свистнула э, и приказала убрать. Ам, Капсул. Считываются Да. программы ложного исцеления. Вот эта капсула. Мгм.
Вот, и она начала, эта капсула начала вот так, считывается, протухать. И вижу, ты стоишь, а руки такие тяжелые и как бы увеличенные, и тянут вниз. Ам, Считывается, пора освободиться от прошлого гипноза. И эти импланты на руках, это отяжеление, оно тоже тянется в сектор магии. Мгм. Считывается отяжеленная карма присутствием духа Ильи. Цельнозор звучит. И опять это внимание мое так резко на этот болт. Считывается нерв, который связан именно с левым полушарием. А какой по счету это у тебя зубик? Ну, он первый слева. Первый слева. Первый верхний слева. Мгм. Ага. Вот. Я считываю твое эфирное ДНК. Это ты. Мгм. И я вижу, что считывается такой, как свет, который одновременно вот свет светится, и такая, как кто-то пытается это буквально заглушить, заляпать как грязью, вот придушивает. Это именно это связано. И опять я слышу. Илья Цельнозор. Мгм. Спроси Викторию, у меня разрешаю ли я потрудиться со мной для меня? Ты берешь вот так правой рукой, разворачиваешь, вертикально стоит такой свиток. И ты его вот так берешь, разворачиваешь, как старинный свиток такой. Мгм. Ты говоришь, смотришь, а в этом свитке как пространство такое, сквозь которое ты смотришь в сектор, вот в правую сторону и говоришь, э, что ты разрешаешь забрать. Сейчас я вернусь, послушаю. Мгм. Вернись. Ты говоришь, что разрешаешь забрать твое истинное я. И в секторе вот с правой стороны там какое-то как пластинка алого цвета. Мгм. И ты говоришь, что подписал контракт а, с Люцифером о продаже души. Мгм. Так, когда это произошло? Говоришь, что тогда, когда ты сцепился в поединке, и я вижу, идет как будто бы а, вот здесь, на уровне, скажем, твоего живота, но вот так вот, на расстоянии ближе к сектору магии. Я вижу, как сцепились две фигуры. Мгм. Там Одна между ними. темная, а одна считывается царь. Я спрашиваю, где ты в этой ситуации? Мгм. Да, я покажу тебе эту ситуацию, что произошло. Мгм. На физике. Что это за конфликт? Что это за событие? Я покажу тебе, что произошло. Я вижу эту ситуацию, которая описана в Новом Завете. Типа, что Дух повел, я слышу и вижу это, этот Дух.
слышу имя, фамилия Мамаев. М. Повел на древнюю гору. И я вижу такое, как пространство, чтобы показать все царства земные. И появляются вот эти ладошки огромные, черные. И там такое, как взять в плен. Сейчас я посмотрю, а, что произошло в твоем воплощении Мгм. сегодняшнем, теперешнем. И я вижу, как слышу Илья Мамаев, и ты как будто бы смотришь в такой экранчик, то ли Или компьютер, телефон? то ли Мгм. телефон. По-моему, это как телефон. И с этого экрана берешь такая спица, как женщины вяжут спицами. Такая она прозрачная, серебристого цвета, серебристо-прозрачная такая. И вот так своей же рукой вот протыкаешь, считывается по основанию личности. И в этот момент, когда эта энергия проходит, считывается как штырь, болт, образуется вот этот имплант, считывается вот это зубы, быть собой. И в правом полушарии такая черная это тучка, связь, и печать там такая в правом полушарии. Связь с демоническим присутствием, и это тянется сквозь этот развернутый это письмо в это окно, М. в это отверстие как бы в сектор интерферентов, а потом в сектор магии. То есть присутствие человека считывается. Илья Мамаев. М. Считывается господин Духов. И на кто и согласился, когда принял этот штырь, болт в своем пространство. Я слышу изменить себя. И показываются вот эти руки. Я слышу нацепить на себя чужую волю, стать сотворцом демонического устройства мира, переформатировать, пойти супротив, Мгм. то есть стать как бы на сторону противления божественному порядку. Мгм. Это, да, хорошо, Да, но верно. где этот контракт? Ты же Да, расторгал уже контракт, и почему ты до да, сих что пор это? осталось? Мгм. Вдруг я Какие услышала привязки? Да. Валерия, как я вижу, слышу так, камень преткновения, и вижу, что как будто бы ты о ее лицо вот так правой ногой ударился. И вижу, Мгм. как в секторе интерферентов появляется такая, как будто бы узелок завязывается, а в секторе магии появляется лицо Татьяны. Она Мгм. считывается фальсификатор, фальсифицирует. И я вижу, она сидит, у нее в руках как будто бы ложки такие, как карточки, но они как металлические, такие, а это считывается лица. Навязывание тоже считывается как чужой воли, Мгм. чужой Эти ярлыки. миссии. Мгм.
Вот, искажение. Она тогда активно рассказывала, кто кем был в прошлом воплощении. Это демоническая манипуляция называется. Потому что, во-первых, это не имеет значения, во-вторых, это имеет значение только когда человек сам распознает в себе эти свои воплощения, и всегда они связаны именно с выполнением какой-то миссии. А здесь четко по центру стоит. Я вижу, что это произошло потому, что и ты, и Валерия как бы, я слышу, содействовали с духами вампира. И там, где Илья, ну, это такое, оно считывается в прошлом, оно такое все маленькое. И этот человечек, этот Илья такой маленький, как гномик вот такой малюсенький, Мгм. и, как открытый портал. И держится оно все на потерянной части души, на контракте потери души, которая вот находится в этом эгрегоре связи с демонами. Так М. информация идет. И там очень яркий свет, и там вижу твое лицо, Мгм. Так, считывается, да. и этот контракт, в какой момент он был заключен? Что было на физическом плане, когда это произошло? Вот я вижу, как этот стержень, гипноз, замена себя на, я слышу, на демоническую сущность. А что это такое означает? М. Это Отказ был... от себя истинного. И я вижу, как ты смотришь на свои руки сквозь эти как бы перчатки черные, да, Мгм. которые символизируют, я слышу, прошлое воплощение. Это связано, вот эти все ситуации связаны с манипуляцией с твоим прошлым. Вот оно звучит как царя Израиля. Вот с этой христианской выдумкой про Иисуса как Спасителя и так дальше. М. Вот с этим оно связано. И я вижу, что именно там я слышу раздвоение произошло, то есть испуг, я слышу, испуг и раздвоение, то есть потеря образца духовной сущности, М. собственного я. Я вижу, как твои руки и сердце, образные руки, как два лучика вот так тянутся и вот так держат в руках эту потерянную часть. И вижу там твое лицо, ну, маленького ребенка. А, и вот так как-то эта программа работает. Смотри, как интересно это происходит. Вот так. М. А, то есть то, что ты вызывал там духов с Ильей когда-то, оно вот привязано к ребенку и влияет на эту генетическую память. И опять считывается отстранение от себя. Сейчас я посмотрю. Я вижу маленького ребенка, который вот так ножками а, резко двигает, лежит на спинке, новорожденный. Мгм. Считывается отлучение от мамы. М. Ой, я почувствовал. Я вижу, что в этот момент твоя ручка правая вот как-то как будто бы отделяется, считывается отчуждение от матери, то есть это момент рождения, отлучение от груди, от мамы. Вижу палата, как роддом. Мгм. Голоса слышу, коридор, такое эхо идет.
ходят там. э, Врачи, медсестры ходят там. Окна большие. Несут ребенка. Кормят. Кормят чем-то. М. Я вижу, медсестра ребенка взяла на руки, а, э, тыкнула какую-то бутылочку, потом положила вот такое, как в кроватку. Здесь вот так вот подушечку, одеяльце взяла, вот так подвинула и положила вот так бутылочку. Бутылочка лежит. Считывается отторжение от матери. И я вижу, что а, в этот момент э, м, на голове такая темная энергия. Сейчас я посмотрю, что это. М. И она вот так вот как-то потянулась именно к пупку. Там считывается боль. И вот я вижу это красное. О, вот оно, красное алое пятнышко. Считывается жгучая боль. Неестественное заживление раны. Я вижу, что обработали чем-то и вызывает у ребенка сильное жжение, энергия алого цвета, А как, каким образом как эта рана? перец. Мгм. То есть вот это состояние отлучения от матери, а, это неестественная обработка. Сейчас я разберу Мгм. эту энергию. Она считывается как притягивающее зло. Она как какая-то, я вот беру ее, так рассматриваю, она как какая-то жестянка ржавая, но я слышу укол, Так, вижу, что это? как М. делают инъекцию в ручку. Прививка. Да, туберкулез. И я Мгм. вижу, что в этот момент ам, как будто бы ручка становится не твоя, правая. Считывается функция творения себя настоящего. И я вижу, что ментально правая рука, как психосоматически, она вот так вот как бы кружится, то, что потеряно было тогда, то есть сотворяет себя, потому что, вот какая интересная информация пошла, что когда ты родился, ну, вероятно, что это всех касается, то это связано в первую очередь выстраивание себя лично. То есть э, М. считывается это как задача выстроить себя лично. То есть не мир сотворять, улучшать, а задача это сотворить себя. М. И я слышу освободить, вернуть доисторического ребенка. Я вижу, что это воплощение, этот контракт потери себя, М. накладывается на другой контракт, более древний, считывается доисторический. Это связано с убиением царя, я слышу, царя Мгм. Израиля, группы людей, отдаленной, отдаленной от Израиля, то есть это как коммуникация, Так. это как диаспора. То есть что произошло? Вот это отдаление, отсоединение от чего меня?
Я вижу такая же ситуация, рождение у матери Ирины, Мгм. княжна. Я слышу Ага. на этом, рождении, как-то, вот я вижу мать, и как будто бы ребенок, из живота выходит. Да, мы смотрели, как кесарево было. Вот как будто бы из живота у нее выходит ребенок. Мгм. И сейчас она не может родить. И я вижу, что в тот момент на мать было, воздействие, со стороны М. магии, как будто бы кто-то, что-то накапал и, а, дает выпить. Считывается прекратить схватки, Мгм. предотвратить рождение сына. А кто это там такой давал выпить, приказываем проявить согласно физической ДНК? Появляется тот же человек, м, в этом, считывается колдун, шапка такая, плащ, то есть это символизирует, колдовскую деятельность. Мгм. Считывается упырь, а отец, я слышу, Исаак, ходит, руки заламывает в другой комнате рядом, волнуется. М. Так, а вот этот человек, колдун, кто он такой? Приказываем ему отвечать, пусть назовется. Он считывается звездочет. Я вижу, он считывается как эзотерик. У него такая борода. Сейчас я считаю его ДНК, кто он Мгм. приказывает. Он Это какой-то Виктор. Иосиф. Его имя? Мгм. Римофейский этот. Да, и сразу считывается информация, как исказили, что фактически его, сделали отцом, Иисуса, Иисуса звать было как Андрей, вот Мгм. как-то вот так звучит. Андрей, Андроник. Мгм. Андроник, да. М. А, а папа Исаак. И вот эта христианская традиция, они поменяли местами, для того, чтобы, я слышу, всучить заразу. Всучить — это как сукно, вплести в генетическую память, искусственное изобретение магов, то есть фальсификация. И я вижу, та фальсификация, которой занималась Таня и Надя, которые распространяли, навязывали это, кто кем родился, и Илья этим же занимался. Он Моне рассказывал, кем она была. Это первый, Мгм. признак, демонической манипуляции, чтобы эту привязку А, схватить. Сейчас я слышу зуб. да, что зуб. Э, Я слышу удаление себя, то есть на твою душу, так и звучит. От этого вампира велась охота. Мгм. Я спросила, почему, и сразу идет ответ, потому что ты знавец душ, Что это бог обозначает? эфира. Я слышу, считывается, и я вижу, как это происходит, что ты своей душой
создавал, я слышу, мир предков и создавал мир из эфира. То есть фактически твоя душа стоит у истоков формирования нашей матрицы жизни, то есть вот этого сукна жизни, ткани жизни. И во время рождения, в этом воплощении, когда эта советская методика была применена к рождению детей, Мгм. и эм, привязка, это, то есть не развязан этот контракт, я слышу, с матерью Ириной. И подключка пошла от этого прямо ко мне. И я вижу, как я видела когда-то как бы наяву себя в таком коричневом платье с такими рукавами, а внутри были такие, как белые, более, ну, как водолазка типа, да. И М. вот я вижу эти рукава, считывается мать Андроника. И также, что это я, что я М. родила наследника. А какой контракт у нас? Сейчас я спрошу. Да, да. У Мгм. меня то ли это я была, то ли это кто-то из наших родственников, да? Не имеет значения кто. Да. В таком Да, случае я выступаю как представитель рода. Но я вижу, что это я была. Мгм. Мать Андроника. Так и звучит. Вот я считываю ДНК, вижу свое лицо, и считывается Виктория Высочанская. Мгм. Один род, один плод. То есть от одного плода. И я пальцем так тыкаю на этого искусителя, на этого колдуна, Мгм. звездочет. Считывается колдун, звездочет, маг. Также считывается это как Илья. То есть Иосиф в том воплощении сейчас Илья. Да. Вот он капли какие-то давал. И Мгм. я вижу, как я отказываюсь. Я вот так Мгм. приказываю, вижу, как я махнула этой рукой и приказываю его убрать. Мгм. И я вижу, что в том воплощении он был как вхожий в дом. Да, какую он роль играл в нашем доме? Он играл роль, я слышу, посредника. ам, Между Между. домом считывается Иисуса, этого образа. То есть он стоит у истоков искажения этой истории. Мгм. Слышу и домом сатаны, вот этот противник, Мгм. звездочет. А также он считывается путешественник, пришелец. Так. Хорошо. Что он там вот это капал? Да, я вижу, что из-за этого у Ирины прекратилась родовая деятельность. И М. тогда а, сделали операцию. Так и звучит по выниманию младенца. Мгм. Так, хорошо. Э, Обличая этого Римофейского, что он наносит вред, его тяжесть его действий Я вижу, как посылает. меняется ситуация. Мгм.
как Ирина отказывается принимать это зелье, вот, выгоняют Мгм. этого. Я вижу, как его выгоняют, и он с котомочкой пошел. А я стукнула его по этой котомочке, и оттуда, я слышу, выпало серебро. А это маленький ребеночек. Я передаю это, с чего эта информация, с которой он потом и создал вот этот для тебя этот штырь, который ты во время этой медитации ихней как будто бы прошивал себя. То есть это метафора так идет. И я передаю ему, говорю, чтобы он забирал только то, что принадлежит ему, а все, что принадлежит мне, я возвращаю себе, я отменяю решение рожать ребенка искусственным кесарским путем, рожаю его естественным тебя, Мгм. и я вижу, как бух, отпала эта черная подключка к пуповине, к пупку, и из головы эта штуковина тоже отвалилась. И этот штырь тоже из зуба тоже уходит. Ага. И Так. я вижу, как такая энергия сияющая буквально выходит из этого алого, буквально алый цвет. Ага. Ну, это как Он символизирует первородный. ядро души, связанной Мгм. с телом при воплощении. И когда человек воплощается, он воплощается с миссией создать себя. А, я слышу, как царя новой планеты. То есть создать себя, сотворить себя физическим творцом. То Мгм. есть достичь совершенства души, духа и тела. И я слышу отличить себя. Ну, отличить — это как бы отлучить себя от остальных, Отсоединить. Мгм. стать самим собой. И я вижу, как пространство вот так разворачивается под ногами, и считывается найти свою стезю, то есть вот этот альфа-путь, это и есть вот это возвращение к самому себе, э, к состоянию Творца Вселенной. Человек творит вокруг себя то, что он сотворил самим собой. Вот. И я вижу, как отваливаются эти накладки на руках, и такие сияющие руки взмахивают. И вижу, как этот отец Исаак подхватывает сына на руки. Когда он рождается, он его берет на руки. И я вижу, как Ирина, прикладывает сына к груди, его лелеет, и я вижу, как эта энергия, это алая, то есть это ядро этого искажения, оно так, как будто бы там э, и с такой злостью какой-то сущность, такая, зубами заскрипела, и буквально с этой сущности, с этого вампира выходит, считывается младенец живой, и я вижу, как меняется ситуация с твоей мамой. Когда ты родился, я вижу, ты вот так берешь, выплюнул эту бутылку, и тут же Мгм. появилась мамочка. То есть, и вижу, как ты приполз к груди, и вот все нормально. И вижу, как мама такими крыльями, руками-крыльями тебя обняла. Мгм. Так, этот укол тоже отказываюсь от него. А, Я вижу, что этот укол получает Сталин. И считывается, что это он издал указ, М. считывается о герметизации народа.
А что значит герметизация народа? Что это за процесс? Сейчас я посмотрю. Я слышу, что народ стал частью герметических знаний. Что это за знания герметические? Оно считывается как ложь, ложные убеждения Мгм. и связанные с управлением мира. Вижу, как эта борьба, как будто ты с этим дьяволом боролся, и ты выхватываешь у него из сердца Мгм. эту красную энергию, она как тряпочка, и ты его так разворачиваешь, и я слышу, достаешь себя. Отменяй надеяться на помощников Ильи, отменяй свое решение идти вслед за его фантазиями, за его ложью и отдай ему все то зло, которое он причинил тебе. Во всех Отдаюсь. воплощениях и в этом, за всю ложь, за все искажения, за всю магию, пусть получает карму и отпускай его. Пусть живет как хочет, но подальше от тебя. Мгм. Отказываюсь от всех его услуг, отдаю им его энергии, все его воздействия, отпускаю, отсоединяю. Вижу, ты держишь в руке вот как телефон, экран, и туда такой портал. А вот почему я свистела. Это Мгм. было как антидействие на его действие. Как от него засвистел этот был тогда портал и открылся. Вот так сейчас оно свистит и уходит в этот экран, и так хлоп, этот портал закрылся. Лично. Отменяя все твои решения, надеяться на то, что извне, на других, типа учителей, возвращай твою силу, и Займаюсь. засверкал зубик в твоем рту, засверкал. Убирай все эти чипы, импланты, отправляй их туда, откуда они пришли. Мгм. Передавай своей физической маме, папе, а также всем матерям по твоим корням, то есть мне тоже, все Мгм. то зло и отцам, которое перешло к тебе от рода, чтобы я отправляю, чтобы мы все родители, которые были твоими родителями в любом воплощении, отправляем это все туда, откуда оно пришло. И очищаем весь наш род, а я слышу М. земное царство, от этих привязок к герметичным я слышу знаниям, а это герметичные знания, это вот эти колдовские знания, это вся эта шизотерическая смесь, она таки Мгм. звучит. То есть это знания, э, которыми пользуются для захвата власти. То есть это эти упыри, так оно и звучит. То есть упыри пользуются знаниями для манипуляции людей, и эти эзотерики, и Илья, и в том воплощении, и в этом а, м, Мгм. выполняют свою темную миссию по искажению реальности. Отдавай ему всю его Отдаю магию, все все искажения искажения, отдаю и ему, очищай всю нашу очищая материю наше божественной пространство жизни, эфирное, пространство. наш род человеческий очищает из всех искажений. Передаю информацию, чтобы каждый в нашем человеческом сознании отдавал все эти искажения источнику, откуда все это пришло. Ух ты, как интересно!
И я увидела, как я встала за твоей спиной и вот так руками взяла и выхватила тебя Мгм. вверх от этого всего, как будто бы из какого-то, ам, знаешь, как это форма, в которую там впечатывают Мгм. молд, да, с которого делают уже какое-то изделие. То есть это программы. И вижу, как я тебя выхватила, и считывается мать всех живых. Мгм. Так, проверь еще раз, как прошли роды Андроника, как отец, все ли в порядке. Контракт Да, все хорошо, и полностью я прошел. вижу, как я поклонилась тебе и ушла. Ну, как бы в себя ушла. Мгм. Так, хорошо. А, Эта ситуация с родами, которые прошли в этом моем воплощении, посмотри, все ли в порядке. Ты говоришь, я родился живым, и такое солнышко, вот. И я вижу, что ты родился естественным а, Мгм. путем, как нужно. Отлично. Хорошо. Вот эта ситуация, когда иголки появились в моем пространстве, этот гипноз от Ильи. Все ли полностью я Да, я вижу, что растворил? ты эту штуку вот так держишь, и она превратилась как во множество иголок. И ты так чих-чих-чих-чих, буквально в этот экран. И экран захлопнулся, и так вот пространство экрана так как бы заросло такой прозрачной тканью. Мгм. Очищай Отлично. твой телефон, очисть Ча- сейчас весь твой дом, все твое личное, живое пространство и физическое, то, которое служит тебе. Очищай, наполняй светом, энергиями любви, гармонии. Отпускай все прошлое, пусть уходит туда, куда оно должно уйти. А ты м, наполняйся своим собственным светом. Ну, я фактически говорю то, что вижу, что уже происходит. Что произошло? Мгм. Вижу такие, как крылья, пространство твое. Укрепляй твои личные границы, наполняй Мгм. здоровьем все твои зубы, исцели их, каждый по очереди. Мгм. Исцеляй все зубы по очереди. Отсутствующие А вот даю тут нет команду зубов, вырастить. вот тут. Мгм. Да, там много нет. Пусть по одному потихоньку со временем новые растут. Здоровые, красивые, ровные. Вот зайди в тот момент, Ага. сейчас ты можешь сформировать зародыши своих недостающих зубиков. Мгм. Вот. Я Я вижу, формирую как этот процесс, да. росточки такие. И зайди в тот момент, когда твои, а, ты имеешь Мгм. все 32 зуба, красивые, здоровые. Активируй этот процесс возрождения себя изнутри, исцели себя на всех уровнях. Вот появляются еще сосуды, Мгм. сосуды. Что-то идет как венозная недостаточность. Они, эти вены, вена, которая идет от сердца. Наполняй все Мгм. твое личное Хорошо. пространство здоровьем, гармонией, балансом. Возврати себя полностью, всю, из Мгм. всех тех пространств, где ты когда-либо терял себя, абсолютным здоровьем, гармонией, целостностью. Верни свое личное истинное я, свое ядро божественной души, света, Возвращаю. здоровья, Мгм. процветания. Исцеляюсь.
Я целостный, я творец, я сотворяю себя Ты полноценным. говоришь, Да. появился в другом пространстве, показываешь мне зубы, как они сверкают, показываешь свое тело, и ты говоришь, что мы все станем такие, мы все придем сюда. То есть ты вошел в какое-то пространство исцеления, гармонии с собой, типа домой, вернулся домой, и ты говоришь, что все человечество придет сюда, каждый в своей очереди. Я М. спросила все, а как эти колдуны? А ты говоришь, их не будет. Также идет информация, а, ты говоришь, мы будем вместе, все вместе. Я вижу такой свет и такое человечество. Оно формируется уже сейчас. Новый быт уже формируется через осознание себя Творцом. А, М. Я слышу через гуманное признание себя Творцом, исцеление от искалечивания, от калецтва. Ты здесь? Да-да, я с тобой. Так интересно. А, Ты показываешь, что М. человечество похоже на такого калеку сейчас. Мгм. Такой, как старый худой человек, весь покореженный. И демонстрируешь себя как образец вот в этом пространстве полного исцеления, как образец, я слышу, полного преобразования себя. Мгм. Распространяет информацию об этом образце, о этом Мгм. алгоритмах освобождения, как к этому прийти. Как Пусть будто бы лучи человечество. вот так вот от тебя вот а, исходят. Мгм. Ты Я ч- поблагодарил меня, тоже мне поклонился и сказал, ну так голову наклонил, и сказал: "Благодарю, мама". Хорошо, мама. Мгм. Благодарю тебя. Давай очистим пространство, закроем все замороженные ситуации, все энергии Да, чужеродные, все то, что мы проработали, все отправляем куда нужно. и Ага, отпускаем. Ничего не было, отпускаем. все. Мгм. Ну, хорошо. Еще раз благодарю тебя. Прощаемся. Да. Виктория, отсоединяйся от всех этих ситуаций. Мгм. Поднимайся максимально вверх. Проверь твое личное пространство. Всё чисто. Хорошо. Наполняемся энергиями любви, жизни, гармонии, света, счастья, Мгм. благополучия. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепным. 1, 2, 3. Возвращайся.